Отец со слезами на глазах умоляет священника крестить его умершего ребенка. То, что произошло дальше, всех потрясло. После долгих лет дружбы Генри и Сандра решили поднять свои отношения на новый уровень, начав встречаться и в конце концов поженившись. Их связь была крепкой, и люди восхищались их любовью друг к другу. Они были прекрасным примером того, как два человека могут быть вместе на основе чистой любви и взаимопонимания. После свадьбы пара очень хотела создать семью, потому что они оба очень любили детей. Генри всегда говорил, что хочет мальчика, с которым он мог бы ходить на бейсбольные матчи. Сандра, с другой стороны, хотела девочку, которую она могла бы баловать и носить с ней одинаковые наряды. В тот момент они и представить себе не могли, что их будущий ребенок принесет в их жизнь столько ужаса и слез. Через год после свадьбы Сандра узнала, что ждет ребенка, и они с мужем были в восторге. Сандра и Генри с волнением ждали дня проведения ультразвукового исследования, чтобы узнать пол своего ребенка. В шутку они заключили пари. Если бы родился мальчик, Сандра отвечала бы за оформление детской с более мужественными элементами. Однако, если бы родилась девочка, Генри пришлось бы украсить комнату аксессуарами розового цвета. Они и не подозревали, что то, что они обнаружат, разрушит их мир. В последующие недели Сандра проходила различные обследования и анализы, включая сканирование, анализы крови и ультразвуковое исследование. Наконец настал день, когда пара должна была узнать пол своего ребенка. Они нервно сидели в кабинете врача, крепко держась за руки. «Это мальчик», — объявил доктор, к большому удовольствию Генри. Он радостно вскрикнул, в то время как Сандра сначала надулась, а потом расхохоталась над забавными выходками своего мужа. В этот момент ее желание иметь дочь исчезло, и она начала с нетерпением ожидать появления своего будущего сына. Однако пара прекратила праздновать, когда заметила, что доктор медленно хмурится. «Что-то не так, доктор?» — спросил Генри, чувствуя, как кровь стучит у него в ушах, а сердце бешено колотится в груди. Сандра также была явно обеспокоена внезапной переменой в поведении врача. Доктор вздохнул, прежде чем сообщить супругам об осложнении, которое он обнаружил при анализе крови и ультразвуковом исследовании. Анализы показали, что у Сандры была преэклампсия, опасное осложнение беременности, характеризующееся высоким кровяным давлением. Это может привести к фатальным осложнениям как для матери, так и для ребенка. К счастью, состояние Сандры было не слишком тяжелым, поэтому врач выписал необходимые лекарства, чтобы справиться с их состоянием. Он также пообещал сделать все возможное, чтобы им помочь. Однако он оставил их с предупреждением, что состояние Сандры может прогрессировать в эклампсию, у нее могут начаться судороги, и в конечном итоге она может впасть в кому. Пара была обескуражена этой новостью. Это было совсем не то, о чем они мечтали, когда впервые пытались создать семью. Всего несколько недель назад они были уверены, что беременность пройдет благополучно, но теперь все это казалось фантастикой. Несмотря на все, Генри оказывал своей жене всестороннюю поддержку во время беременности. По мере приближения срока родов их надежды возросли до небывало высокого уровня, поскольку они ожидали появления на свет своего малыша. За месяц до предполагаемой даты родов у Сандры внезапно начались схватки, и ее срочно доставили в операционную для экстренного кесарево сечения. Это была долгая и сложная операция, но в конце концов их мальчик благополучно появился на свет. Он был милым, крошечным ребенком, который, несмотря ни на что, оставался здоровым. Пара влюбилась в своего маленького мальчика, как только увидела его. Они думали, что беда миновала. Они и не подозревали, что это было только начало. Через несколько месяцев после рождения Кевина его родители начали замечать, что что-то не так. Маленький мальчик плакал слабо или совсем не плакал,
и иногда задыхался во время кормления. Его дыхание также стало затрудненным во время сна. Обеспокоенные состоянием здоровья своего сына, родители отвели его к врачу на обследование, но практикующий врач сказал им, что с их ребенком все в порядке. Мальчика отвезли в другую больницу, но и там врачи не смогли найти у него никаких проблем. Несмотря на многочисленные анализы и обследования, они не смогли диагностировать его состояние. Устав слышать одно и то же, Сандра однажды не выдержала и сказала: «Это мой малыш, и я знаю, что с ним что-то не так. Я хочу, чтобы вы спасли моего ребенка. Мой ребенок болен, а вы этого даже не замечаете». Она кричала во весь голос, когда Генри вытаскивал ее из кабинета врача. Позже на той же неделе мать Генри, Глория, навестила супругов, чтобы обсудить вопрос о крещении их сына. Она объяснила, что не поднимала эту тему раньше, потому что хотела, чтобы у Сандры было время оправиться от тяжелой беременности. «Мы можем крестить его, но не сейчас. Мы хотим позаботиться о здоровье нашего сына. Крещение может состояться позже. Кроме того, мы можем подождать, пока он не станет достаточно взрослым, чтобы самому принять это решение», — объяснил Генри. Но Глория была непреклонна в том, что Кевина нужно крестить. Она верила, что таким образом можно вылечить любую скрытую болезнь, о которой они или врачи, возможно, не подозревали. Она верила, что если у них будет достаточно веры, это приведет к чудесному выздоровлению их сына. Поскольку в этом не было ничего плохого, пара решила крестить своего мальчика, но главным образом для того, чтобы порадовать пожилую женщину. По дороге в церковь в те роковые выходные они попали в большую автомобильную пробку, и именно в этот момент произошло нечто ужасное. Маленький Кевин начал неудержимо кашлять и задыхаться, пока его лицо не посинело. Его родители отчаянно пытались облегчить страдания своего ребенка, но у них ничего не получалось. После нескольких минут борьбы за дыхание Кевин совсем перестал дышать. Сандру охватила паника, и она начала кричать, чтобы кто-нибудь позвонил в скорую. Хотя из-за пробок машине скорой помощи потребовалось бы много времени, чтобы добраться до них. Им повезло, что в соседней машине был врач. Врач попытался сделать Кевину массаж грудной клетки, но, к сожалению, это не помогло, так как он оставался неподвижным и безжизненным. Генри закричал, когда врач сделал малышу искусственное дыхание, но ничего не изменилось. После еще нескольких минут попыток врач пощупал пульс Кевина, затем вздохнул и сказал, что он умер. Глаза Генри расширились от ужаса, когда он услышал слова доктора. В этот момент на него нахлынули убедительные слова его матери о крещении и наполнили его решимостью. Генри посмотрел вперед и увидел вдалеке шпиль церкви. Не колеблясь, он взял ребенка из рук жены и бросился в церковь. Оказавшись там, он бросился к алтарю, прижимая к груди своего маленького сына. Священник расхаживал вокруг алтаря и тихо молился. Он был поражен внезапным появлением незнакомца с широко раскрытыми глазами. Когда Генри подошел к алтарю, он упал на колени. Затем он быстро рассказал священнику всю историю и попросил крестить его маленького сына. Он плакал и говорил, что не хочет терять своего единственного сына. Священник колебался, и причина не была надуманной. Маленький Кевин был уже мертв. Но, увидев отчаяние в глазах Генри, священник преисполнился состраданием и согласился крестить умершего мальчика. Бормоча молитвы себе под нос, священник быстро сделал необходимые приготовления к крещению, в то время как Генри сложил руки в мольбе и взывал к Богу. После этого священник опустил холодного младенца в воду. То, что произошло дальше, просто поразительно. Когда священник вытащил маленького Кевина из воды, Генри услышал самый громкий детский крик. Глаза маленького Кевина были широко открыты, и он плакал. Это было настоящее чудо. Кевин вернулся к жизни. Вскоре вошла Сандра и не поверила своим глазам. Она несла своего мокрого ребенка и плакала, благодаря Богу.
Генри был поражен тем, как акт веры сделал невозможное. Они были преисполнены благодарности к священнику. С тех пор у Кевина отличное здоровье. Сейчас ему 16 лет, и с того дня ему ни разу не приходилось обращаться в больницу. Можно сказать, что он был по-настоящему благословлен. Дорогие зрители, а вы верите в силу крещения? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.